Всем привет! Меня зовут Наташа Васильева, я старший продакт-менеджер в Амазоне, и я 3,5 года в Америке. И сегодня я бы хотела поговорить с вами о 3 очень распространенных ошибках, которые совершают иммигранты, приезжающие в Штаты. Эти ошибки значительно затрудняют людям их возврат в профессиональную карьеру, и я хотела бы помочь вам их избежать. А также в конце этого видео я поделюсь абсолютно бесплатным ресурсом, который мне самой помог найти мою работу в Амазоне. Поэтому обязательно смотрите до конца, и давайте начнем. Итак, ошибка номер 1 – это когда люди задерживаются на том, что называется survival job, и не переходят в результате к своей профессиональной карьере. Понятное дело, что когда многие люди приезжают в Америку, у них нет достаточно средств, чтобы, я не знаю, обеспечить свое существование в течение полугода или года, пока они будут искать свою профессиональную работу, а это то, сколько обычно у людей занимает этот процесс. Естественно, на это время им приходится идти работать куда-то, куда их возьмут, на то место, которое, возможно, не связано напрямую с их навыками. И проблема здесь заключается в том, что некоторые люди теряют в этот момент мотивацию продолжать свои поиски. Потому что, например, вопрос обеспечения себя уже перестает стоять так остро, и они получают возможность откладывать вот этот возврат к профессиональной карьере все дальше и дальше. И мне кажется, решением здесь может быть составление четкого плана действий, что вы можете сделать, чтобы вернуться к профессиональной карьере. И даже очень маленькие шаги здесь могут позволить вам достичь ваших долгосрочных целей. Такими маленькими шагами может быть, например, волонтерство в вашей профессиональной сфере, или получение каких-то навыков, или общение и нетворкинг с людьми, которые уже работают в этой сфере. Не требуйте от себя огромных шагов. Особенно я могу понять, что многие люди, которые уже работают где-то, они устают, у них нет так много времени. Но старайтесь все-таки держать этот план в своей голове и по чуть-чуть, постепенно приближаться к его реализации. Ошибка номер 2 – это недостаточное внимание к изучению английского языка или любого другого языка страны, в которую вы переехали. Довольно часто я вижу, что люди находят свою первую работу, которая не требует большого количества общения, либо работу, на которой они могут продолжать общаться на своем родном языке. И в таком случае люди теряют мотивацию учить язык. Он им не нужен прямо здесь и сейчас, и людям не хочется выходить из зоны комфорта. Но недостаточное изучение языка в долгом сроке уменьшает их карьерные возможности. И поэтому решением здесь может быть, опять же, построение плана по изучению языка или построению своей жизни таким образом, чтобы у вас было как можно больше возможностей общаться. Вы можете вступать в какие-то группы по интересам, где вы будете общаться на английском языке, или, например, записаться в какую-то секцию. Допустим, в Америке очень распространено такое явление, как small talk, когда вы можете просто общаться с людьми на улице, делая им комплименты, с кассирами в магазине и так далее. Просто задевать какие-то небольшие диалоги. Также очень эффективный метод по изучению языка – это изучение языка в момент, когда вы готовитесь к своим будущим интервью. Например, когда вы пишете свое резюме. Кстати, оставлю ссылочку, у меня на канале было очень подробное видео о том, как писать резюме на английском. Либо когда вы готовитесь к интервью, когда вы готовите ваши истории из предыдущего опыта для ответов на поведенческие вопросы. И опять же, оставлю здесь ссылочку, у меня было очень подробное видео о том, как Amazon проводит собеседования и о том, как к ним готовиться. И просто помните, что ваш английский язык не должен быть идеальным, он должен быть эффективным для какой-то конкретной задачи. И постарайтесь создавать себе как можно больше опыта, и вы увидите, что люди не будут оценивать вас здесь за недостаточное знание языка. Особенно США – это страна иммигрантов, страна, где люди привыкли к тому, что у очень большого процента населения английский язык не родной, и поэтому люди говорят с ошибками. Главное, чтобы вас понимали. Ошибка номер 3 – это потеря уверенности в своих профессиональных навыках. И она так или иначе исходит из предыдущих 2 ошибок.
Люди, которые застревают на каких-то временных работах, постепенно теряют уверенность. То есть чем больше вы находитесь вне своей профессиональной сферы, тем больше какие-то навыки забываются, тем больше чего-то нового происходит, и, возможно, ваши предыдущие знания становятся уже не такими актуальными. И когда люди чувствуют это, они теряют уверенность. А когда они теряют уверенность, вернуться в профессиональную сферу становится все сложнее. И, наверное, решением здесь может быть напоминать себе, что, несмотря ни на что, ваши навыки ценны. Может быть, какой-то конкретный, допустим, тул, которым вы пользовались, какой-то инструмент станет уже неактуальным и появится новый инструмент. Но у вас есть опыт работы в корпоративной сфере, например, у вас есть опыт взаимодействия с коллегами, у вас есть опыт адаптации и решения нестандартных задач. И все это будет очень сильно цениться. Также вы можете изучить американский рынок и понять, допустим, какие навыки ценны в вашей профессии, в каких местах в США эта профессия распространена, какую примерную зарплату вы можете ожидать. Хороший ресурс для этого называется Career One Stop, я оставлю здесь. Также вы можете поговорить с людьми, которые работают в вашей отрасли, и если вы поймете, что вам чего-то не хватает, они могут подсказать, чего именно, и тогда вы пойдете и доучите конкретно это. И, пожалуйста, не забывайте, что чем раньше вы начнете, тем менее пугающим это будет казаться, но при этом помните, что начать никогда не поздно. На этом на сегодня все. Это были 3 ошибки, которые часто совершают иммигранты при возврате к своей профессиональной карьере. И вот обещанный ресурс, про который я говорила. Это некоммерческая организация, которая называется Upwardly Global. Они помогают новым мигрантам возвращаться к своим профессиональным карьерам абсолютно бесплатно, если вы подойдете к их критериям. Критерии довольно простые, вам нужно быть в стране не более 7 лет, а также вам нужно иметь опыт работы или образования в некой профессиональной сфере, абсолютно неважно в какой. И также вы должны пройти тест по английскому языку на уровень, по-моему, около intermediate. Если вы не пройдете тест, у них также есть курсы бесплатные по изучению английского языка, прежде чем они возьмут вас в программу. И я могу сказать, что я сама прошла через курсы Upwardly Global, и они помогли мне найти мою работу первую в Амазоне старшим финансовым аналитиком всего за месяц. Эту историю я очень подробно рассказала в отдельном видео. И с тех пор, вот уже 3 года, я активно волонтерю в Upwardly Global и сама общаюсь с кандидатами, помогаю им возвращаться к профессиональной карьере. Также на моем канале вы можете найти большое количество интервью с разными людьми, которые переезжали в Америку. Некоторые из них возвращались к профессиональной карьере, некоторые полностью меняли свою карьеру и начинали абсолютно новый путь в Америке. Я знаю по отзывам, что многим людям эти интервью помогают найти заново надежду в момент, когда им кажется, что ничего не получается и им хочется опустить руки. Поэтому помните, надежда всегда есть. Удачи вам в вашем поиске профессиональной работы. До встречи в следующих видео. Не забывайте подписываться на канал. Не забывайте поделиться этим видео с тем, кому вы считаете оно может быть полезно. А также обязательно пишите в комментариях, пишите свои собственные истории, что вы думаете по поводу этих ошибок. Возможно, вы видели какие-то другие ошибки, с которыми сталкиваются люди, или, возможно, у вас есть собственный опыт. Я с удовольствием пообщаюсь. На этом все. Пока-пока. До встречи на следующих неделях.